Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вернемся к теме умных потолочных светильников производства E-Light, давно и прочно занимающего свою нишу в экосистеме умного дома Xiaomi. Некоторое время назад в продаже появились светильники от этого же бренда модельного ряда E-Light. Эти светильники при аналогичных заявленных функциях и характеристиках существенно дешевле моделей того же производителя, которая называется GIU и которую мы все привыкли просто называть E-Light. Давайте мы с вами и разберемся, в чем же разница между этими моделями и стоит ли переплачивать за светильники старшей версии. Героем сегодняшнего обзора будет светильник E-Light 480. Это умная светодиодная люстра диаметром 48 см. Максимальный заявленный световой поток по информации в интернет для этой люстры составляет 2200 люмен. Максимальная мощность 32 Вт. Диапазон световых температур от 2700 до 6500 градусов Кельвина. Площадь помещения для освещения 15-20 метров. Напряжение питания 220-240 вольт и беспроводные интерфейсы Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth версии 4.2. Поставляется люстра в довольно большой квадратной коробке с длиной стороны 54 см. И из-за размера доставка скорее всего будет платной, как и у других больших посылок. В отличие от GIU, на коробке с E-Light нет логотипа производителя E-Light, поэтому простому признаку их легко различить. Сама упаковка тоже проще. Нет пенопластовой основы, которая защищает люстру при пересылке. Светильник просто вставлен в квадратную картонку и запаян в пластик. Также в глаза сразу бросается отсутствие универсальной крепежной платформы, характерной для светильников модели GIU. Тут просто плоская металлическая основа. Зато в пакетике с инструкцией есть белые тряпичные перчатки, чтобы не залапать плафон. Инструкция, кстати, как и все надписи на коробке, на китайском языке. Дополнительно еще в комплекте идет крепеж и мягкие проставки, а вот пульта дистанционного управления в этой модели в комплекте не предусмотрено. Мне сложно точно идентифицировать какой это плафон. Он вроде и не полностью белый, но и звездным его назвать тяжело, зная, что это значит в старшей модели. Чуть дальше я их сравню и станет ясно, что я имею в виду. Но раз какие-то точки на покрытии имеются, будем условно считать светильник со звездным плафоном. Внутри просвечивается кусок пенопласта, вставленного для жесткости. Плафон легко снимается, этим он тоже отличается от старшей модели, где снятие в принципе не предусмотрено. Не то чтобы нельзя было вообще его снять, но это не очень просто. В центре находится большой блок управления, содержащий Wi-Fi и Bluetooth модули, а также LED-драйвер с расчетной мощностью до 55 Вт. Все надписи тоже по-китайски. Для подключения внешнего питания используется безвинтовая контактная площадка на зажимах. Светодиоды разбиты на 4 равноценные группы, которые соединены между собой последовательно. В каждой группе по 11 светодиодов, всего же их 44. Расположены они немного странно. 10 штук вполне себе в определенном порядке, а 11 как-то всунут с краю, как бедный родственник. При включении выясняется, что каждая группа имеет по 5 желтых и 6 белых светодиодов, итого 20 и 24 штуки соответственно. По внутреннему периметру люстры наклеена уплотняющая прокладка для повышения герметичности. Правда, мне ее пришлось немного переклеить, она почему-то съехала в бок. Теперь время ввести новую люстру в систему умного дома. Подключение стандартно через Мехом, локация материковый Китай. При включении в сеть приложение обнаруживает устройство по создаваемой им Wi-Fi сети. Далее при помощи мастера подключения передаются параметры вашей Wi-Fi сети. В очередной раз подключение, не дойдя до конца, оборвалось. Но как я уже неоднократно говорил, паниковать не надо. Через пару минут люстра обнаружилась в локации Default Room. Модель определилась приложением корректно. Плагин очень похож на плагин для модели GIU. Главное окно служит для ручной регулировки яркости по вертикали и цветовой температуры по горизонтали. Опций тут все же меньше, чем у старшей модели. Внизу, например, только 3 кнопки, нет отдельного режима ночник. В меню избрано 7 предустановленных сцен. Есть самые популярные: рассвет, закат, которые плавно гасят или включают свет. Есть режим дрессинг для максимального индекса цветопередачи. Сравнительно со старшей моделью отсутствуют режимы ночник и кино. Основное меню такое же.
Меню настроек люстры позволяет активировать таймеры включения и выключения, подключить пульт дистанционного управления или диммер, который нужно покупать отдельно. Здесь же есть настройка, которая отключает автоматическое включение освещения при подаче питания. Это очень удобно для режима чисто логического управления. Имеется опция запомнить последнее состояние перед отключением. Меню расписания напоминает меню таймеров и позволяет настроить время автоматического включения и выключения. Люстра работает в сценариях как действие и предлагает их 12 вариантов. От включения и выключения до регулировки яркости, цветовой температуры, включения на заданное время с заданными параметрами или готовой сценой. В меню главное ничего интересного нет. Я надеялся на функцию Bluetooth шлюза, но в данной прошивке его пока нет. При использовании той же локации материковый Китай и тех же параметров Mi Account, люстра автоматически становится доступна в родном приложении eLight. Никаких дополнительных функций по сравнению с Mi Home здесь нет, за исключением одной, но очень важной – включение режима управления по локальной сети. Этот режим нужен для сопряжения люстры с альтернативными системами управления. Кто следит за обновлениями моей конфигурации Home Assistant на GitHub, знает, что я принудительно отключил обнаружение устройств eLight, предпочитая ручное добавление. Такая схема работает быстрее и надежнее, легко позволяет заменять светильники, просто меняя им IP-адреса. Этот светильник я добавил точно так же, модель не указывал. Home Assistant после перезагрузки нормально увидел светильник. Набор функций стандартный, как и для старших моделей. Управление работает гораздо быстрее и отзывчивее, чем из приложений Mi Home и eLight. Ведь тут все сообщение происходит внутри локальной сети, никакой зависимости от интернета и китайских серверов нет. Включение, выключение, яркость, цветовая температура, передача различных параметров включения – все отрабатывается корректно, и тут разницы со старшей моделью я не заметил. Обзор был бы не полон, если бы я не сделал наглядное сравнение моделей. За старшую лигу будет отвечать аналогичный по заявленным параметрам светильник eLight GAU-450. Напомню, что и 450 и 480 версии модели GAU имеют одинаковую мощность 32 Вт и максимальный световой поток 2200 люмен, отличаясь только диаметром. Как мы помним из начала обзора, у eLight заявлены те же параметры. Давайте ближе взглянем, что значит звездный плафон по версиям старшей и младшей моделей. На GAU это действительно звезды, и их много, а на eLight это кое-где разбросанные точки. Максимально близко поверхность плафона GAU. Плафон eLight, экономия на лицо. Тактильно плафон старшей версии ощущается более плотным. Для начала я провел сравнительные замеры уровня освещенности для GAU 450. В режиме умеренного теплого 4000 кельвинов 561 люкс. Теплый 2700К 436 люкс. Яркость везде на максимуме. Белый холодный 6500 кельвинов 582 люкса. Чтобы сравнение было корректным, я демонтировал GAU 450. Причем пришлось снимать все вплоть до установочной платформы, иначе бы я не смог повесить эту люстру. Пришлось сделать небольшую доработку основы eLight, просверлив пару новых дырок. Крепить в отверстия по периметру в мои планы не входило, так как я не смог бы их потом ничем перекрыть. Итак, новинка закреплена, и можно теперь повторить все тесты, чтобы понимать, насколько заявленные параметры соответствуют реальным. В совершенно тех же условиях младшая модель показала 430 люкс на 4000К. Для теплого света в 2700К всего 218 люкс. Для холодного белого получилось даже чуть меньше, чем для умеренного, 421 люкс. И напоследок различные режимы яркости.
Итак, лично для меня стало совершенно понятно, почему модели E-Line стоят существенно дешевле моделей GIU. При изготовлении используются явно более дешевые материалы. В комплекте нет пульта дистанционного управления, который тоже стоит около $10. Качество изготовления, как было видно при сравнении плафонов, тоже явно ниже. Нет очень удобной быстросъемной платформы. Несмотря на аналогичные заявленные параметры, эта люстра оказалась явно темнее своего старшего собрата. И сравнивать ее будет корректнее, наверное, с самой первой кастрюлеобразной версией. Правда, за счет отсутствия бортов потолок она будет освещать лучше. Заявленная площадь в 15-20 квадратных метров, думаю, явно завышена. Думаю, что реальная площадь для освещения это 10-12 метров, не больше. В ванной комнате, где у меня используется E-Line 450 и где я проводил сравнение, она вполне сойдет. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее.